Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу о растениях, которые считаются одними из самых неприхотливых в выращивании. К тому же они очень красиво, долго и обильно цветут. Ко всему, эти цветы распространяют по саду сладкий медовый аромат. Если вы хотите иметь у себя эффектные, универсальные и простые в уходе цветущие растения, обратите внимание на разные сорта лабулярии. Очень часто ее называют алисумом, но все-таки последний относится к многолетникам, а лабулярия зимует только в садах с теплым климатом. С ботанической точки зрения эти растения принадлежат к разным родам. К примеру, самой распространенной многолетней культурой считается алисум скальный, который разрастается пышными кустиками, цветущими желтыми соцветиями. Он очень неприхотлив, приятно пахнет и является хорошим медоносом. Без укрытия на зиму выносит морозы до минус 15 градусов. Но если и вымерзнет, то непременно даст свой самосев. Этот вид способен расти даже на скудных грунтах, но без переувлажнения. От частого замокания в зоне корней может сильно пострадать. Среди лабулярии в садоводстве чаще всего выращивают приморский вид, который еще называют газонницей. На своей родине в Средиземноморье лабулярия приморская является многолетником, но даже в садах с холодным климатом выращивать ее проще простого. Это не только неприхотливое, но и универсальное растение. Лабулярия – это просто шикарная подбивка переднего плана цветников. Ее красиво высаживать по краю дорожек и вдоль лопаток. Яркие пышные кустики этого почвопокровника украсят альпийские горки, подпорные стенки и даже кашпо. Невероятно красиво выглядят длинные цветущие побеги лабулярии, свисающие из подвесных конструкций и высоких вазонов. Соцветия белой лабулярии будут удачно гармонировать практически со всеми растениями. Очень эффектно они выглядят в сочетании с яркими цветами и декоративно-лиственными культурами с пестрой, пурпурной и темной окраской листвы. Ко всему, лабулярия еще и очень приятно пахнет. В период цветения это растение распространяет по саду сладкий медовый аромат, привлекающий разных бабочек и полезных опылителей. Друзья, я точно знаю, что многие из вас уже выращивали алисум и лабулярию. Поделитесь, пожалуйста, о них своим мнением и опытом. Отдельное спасибо вам за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также оформить подписку на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. При посеве семян на рассаду в марте-начале апреля лабулярия приморская зацветает уже в конце весны. Цветет она не только обильно, но и долго. Ее пышные соцветия будут радовать вас до самых устойчивых морозов. Кратковременные заморозки до минус 3 градусов лабулярии не страшны. Я считаю, что такие цветы для садоводов являются настоящей палочкой-выручалочкой. С их помощью можно составить самые разные эффектные композиции, просто шикарный бордюр и подбивку для цветников. Цветущими кустиками лабулярии легко украсить участки в саду, придомовую зону, террасу или балкон. Где бы вы ни выращивали эти цветы, они обязательно порадуют вас своим обильным, продолжительным цветением и потрясающим ароматом. Вырастить рассаду лабулярии совсем несложно. Семена высевают по поверхности слегка влажного грунта. Они прорастают на свету при температуре 22-25 градусов. В сад рассаду высаживают в мае на расстоянии 20 см друг от друга. Семена также высевают в открытый грунт весной, под пленку. В садах с мягким климатом лабулярия дает свой самосев. Правда, если вы хотите иметь пышную композицию или создать длинный бордюр, то лучше приобрести готовую рассаду или вырастить ее самостоятельно. В питательном грунте лабулярия не нуждается, вот скорее наоборот. Этот неприхотливый почвопокровник отлично переносит недостаток питательных веществ, а вот их переизбыток, особенно азота, как и чрезмерное частое переувлажнение, могут пойти ему во вред. Однако в состав почвы лучше добавить песок и золу. А если у вас кислая почва, в нее вносят гашеную известь или доломитовую муку. Для посадки выбирайте светлые участки. В тени обильного цветения не будет. Хотя лабулярия настолько непривередлива, что станет цвести и в притененных местах. По окончанию первой волны цветения кустики можно подстричь. Обычно для стимуляции к повторному цветению этого вполне достаточно. Но вы можете их подкормить, используя комплексные минеральные удобрения для цветущих культур. Хороший результат дают поливы один раз в 2-3 недели светло-коричневым раствором гумата калия.
Если вы относитесь к категории начинающих, занятых или ленивых садоводов, обратите внимание на эти неприхотливые, ароматные и красивые цветы. Лобулярия и элисум отлично подходят даже для каменистых участков, хотя от полива в жаркие дни они не откажутся. Кустиками этих растений можно красиво заполнить щели между камнями и мощением садовых дорожек, а также декорировать склоны и подпорные стенки. При плотной посадке из лобулярии можно вырастить настоящие цветущие ковры. Особо эффектно смотрятся рядом посаженные разные по окраске сорта. Среди лобулярии приморской самая разнообразная цветовая гамма. Причем есть растения с насыщенной и очень яркой расцветкой розовых, пурпурных, синих и фиолетово-лиловых оттенков. Есть сорта, которые разрастаются пышными, объемными шапками, наращивая настоящие цветочные сферы. К таким, например, относится лобулярия Snow Princess. Порой высаженные рядом кустики белоцветковой лобулярии напоминают снежную лавину или морскую пену. А если учесть, что эта красота еще и приятно пахнет, то так и хочется ее высадить поближе к дому, возле зоны отдыха или на своем балконе. Лобулярия относится к растениям минимального ухода. В отличие от многих цветочных культур, она может похвастать своей долгоиграющей красотой, сладким запахом и универсальностью. Где бы вы ее ни посадили, она будет уместна везде. Разве что не следует высаживать этот почвопокровник на заболоченных и тенистых участках. Эти цветы хороши как сами по себе, так и в миксе с другими растениями. Очень выгодно на их пышном фоне выглядят бархатцы, петунии, вербена, яркая пеларгония и другие цветы. Лобулярия красиво сочетается с лобелией, золотистым вербеником манечатым, красочной ампельной эпомеей батат и серебристой дихондрой. Ее мелкие цветочки, собранные в округлые зонтичные соцветия, выгодно смотрятся в компании с декоративными травами и злаками. Словом, лишним этот цветок нигде не окажется. Очень многие, кто хоть раз уже выращивал это универсальное душистое растение, высаживают его ежегодно. С помощью алисума и лобулярии можно очень выгодно до самых устойчивых холодов украсить свою территорию сада и не только. Их выращивают как в открытом грунте, так и в контейнерах, вазонах или подвесных кашпо. А если вам это видео было хоть немного полезным, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.